привет! Вы на канале Кочевники. Меня зовут Ульяна. Меня зовут Артем. А меня зовут Амелия. Мы уже 6 лет зимуем в разных странах, и в этом году мы проводим зиму в Бразилии! В этом видео мы расскажем вам о городке Вила-Велья, который находится всего лишь в часе полета от Сан-Пауло или Рио. Мы любим приключения, чем сложнее, тем лучше. Тихо стоять, стоп. Боже мой! У каждого аквариума стоит такая девочка. Каково это рожать в Бразилии? Расскажи в 2 словах. Натуральный, конечно, кокос. Поехали с нами, смотрите на нашу зимовку. Мы вам расскажем, все покажем. И если вам нравится, подписывайтесь. Один из самых больных вопросов, которые задают все, наверное, все туристы, которые приезжают в Бразилию, это что касается безопасности. Вот смотрите, я сейчас иду по набережной, снимаю. По-хорошему, конечно, так делать не надо. В каком-нибудь Рио вообще ни в коем случае, потому что здесь даже сейчас у меня могут поехать на каком-нибудь байке, либо на велосипеде, и телефон просто выхватить из рук. Поэтому делать так не стоит. Но в целом в нашем городке Вила-Велья достаточно безопасно. То есть, вот видите, люди спокойно гуляют, многие в телефонах, абсолютно расслабленная такая атмосфера, поэтому с точки зрения безопасности здесь Вила-Велья по сравнению, например, с Рио или с большими городами, с Рио, с Сан-Пауло, здесь достаточно безопасно. Здесь мы себя чувствуем достаточно расслабленно. Вот здесь молодой человек на велосипеде катается. А сейчас уже привыкли, обустроились, освоились, уже понимаем, где примерно, где безопасно, а где может быть небезопасно. Ну как, сложно подниматься? Вот гриф сидит. И сейчас мы посмотрим павлинов. Наверное. И белого найдем. Наверное. Самый классный павлин на свете. О, белая павлиника. Вот. Где? Вот. Да, вон она сидит, спит. Мы поднимаемся, перед нами открывается классный вид на мост, на городок Витория. Мы сегодня не будем подниматься на самый-самый верх этой горы, потому что идти далеко, а мы там уже были. Вы, если здесь когда-нибудь окажетесь, обязательно поднимитесь, увидите панорамный вид на весь город, вам точно понравится. Ну прикольно, видео павлинов и видео... Привет! Привет, Здрасте. Сава! Привет, здрасте, Сава! Привет, красавица! Вот голова торчит, смотрите! Класс! Вот она. Где? Вот, Вот точно. Ага, две. высунулась. Прямо на этой вот пальме сидели две такие классные совушки. Сейчас мы пойдем дальше, покажу вам дальше, какая тут очень ужасная дорога, но она предназначена для велосипедистов. А вот там вторая большая достопримечательность нашего городка. Вот здесь вот церквушка, это вторая достопримечательность всего нашего города. Это церковь 15 века, куда мы тоже ходили. Вам тоже рекомендую обязательно посетить. Там очень красиво, обязательно стоит того, чтобы туда съездить. Это бабочка-шоколадница. Она очень красивая и любит есть нектар. Вообще размыло дорогу, тут обычно сухо, но у нас 2 дня шел ливень, поэтому здесь немножко подразмыло дорогу. Вообще здесь катаются люди на велосипедах, можно увидеть. Это тропа для велосипедистов, мотоциклистов. Вот здесь такая вот не очень приятная дорога, но мы любим приключения, нам нравится. И чем сложнее, тем лучше. Ну как все маленькие, тихо стоять, стоп. Кто там? Змея огроменная. Да ладно, где? Вот такой хвост желто-черный, вот туда ушел. О боже, вон она, я вижу. Тихо, не ко мне идет. Нет, я вижу, что там что-то шевелится. Быстро, Боже мой, надеюсь, мы ее там не увидим. Ох, у меня аж руки трясутся, ужас какой. Здесь прям стрёмно теперь, когда мы узнали про то, что тут водятся змеи. Боже мой, какой кошмар. Амелия любит свою лиану, как маленькие, как дети, как все обезьянки. Давай. А мы спускаемся дальше вниз по хорошей дорожке, уже идем видеть. Всякие термиты водятся. Те самые, которых едят муравьеды. Это правильная тропа, туда, откуда все поднимаются все нормальные люди. Мы с этой стороны спускаемся. Здесь спускаешься и выходишь из джунглей, сразу из настоящих джунглей в каменные джунгли. Нормальные люди поднимаются здесь, вот вход. Вот как много. Там он вообще маленький-маленький. Ой, какие хорошенькие.
приехали в Виторию. Посмотрим, что там есть. Это большой город у нас возле Вилла-Велья. Говорят, там есть какой-то черепашариум, место, где есть черепашки. В парке. Сегодня плохая погода, дождь, возможно, будет. Но мы взяли дождевики, мы готовы ко всему. Поэтому планируем, что у нас сегодня все получится. Мы пришли в парк. Черепашки. Стоимость входа по 24 реала с человека, а со взрослого и 12 с ребенка. Мне уже дали билетики, и мы сейчас пойдем. Здесь можно посмотреть различия черепах. Амелия уже забралась. Пойдем смотреть живых. Пошли живых. Побежали. И сейчас нам тетя расскажет. Ола. Бом тарди. Я бом тарди, син. From Russia. Russia. That's so cool. If you want some introduction about the turtle, Please tell us. okay, I'll try to simplify. Okay. It's like so turtle that is actually a mixture between two turtles. Like it or she, because we can't identify his age yet. Right there we have the 5 species that exist in Brazil, and here is how the turtles come to the sea. Like there's like their E essa aqui é uma tartaruga de pente que tem 6 anos. Этой черепашке 10 лет, а этой 6. Они разных видов. Видно, что они разные. Это такая более пестренькая и поменьше. Но ей 6 лет, а этой больше, ей 10. У каждого аквариума стоит такая девочка приятная, которая рассказывает о своих подопечных, кто живет в этом аквариуме. Ой, смотрите, там панцирь. Мы в Мексике очень много видели таких погибших черепашек. Они погибают по разным причинам. Да каким разом? Ну, бывает, чем-то отравилась, бывает, ее съела какая-нибудь акула или еще кто-нибудь. Или гриб может глаза выклевать, пока она яйца откладывает. У них разные причины есть. Бывает, пластика наелась, вот что самое ужасное. Смотрите, вот здесь показано как раз наедаются пластика или вот крючок рыболовный съест. Чаще всего они погибают, конечно, по вине человека. Вот такой черепаший скелет. Нашли. И возвращаемся обратно. Вот так вот гуляешь и совершенно случайно встречаешь соотечественников. Привет! Привет, какая неожиданная встреча. Рассказывайте, как дела, как настроение? Отлично. Ребята рожали здесь, в Бразилии. Встретимся и попросим их рассказать о том, каково это рожать в Бразилии. Расскажи в 2 словах. Рожать вообще ужасно. Очень. В Бразилии нормально. Класс. На пляже здесь очень часто продают кокосы. Вообще бразильцы очень любят кокосовую воду, очень любят кокосовое молоко. Попросила? Отлично. Сейчас дядя нам сделает. Uno, por favor. Сейчас дядя нам сделает кокос. Оп. Оп. Амелия, бери. Амелия, отойди, пожалуйста. Ну ты... Тут кто-то еще до нас бросил. Вкусно? Куча воды там. Класс. Куча мяса, куча воды. Ну, натуральный, конечно, кокос. Утром мы купили булочки. В общем, тут начинка, честно говоря, очень странная. Но мне обещали, что будет картошка с курицей. Мне больше всего повезло. У меня сырная булочка прям с сыром и вообще сырная. Да, сырные булочки, это их местная еда, прям вкусно-вкусно. Смотрите, это картошка с курицей внутри. Мы тут с ребятами поняли, что, наверное, проблема в том, что все-таки они не умеют готовить. Потому что вот эта вот штука сама по себе идея хорошая, просто картошка с курицей. Но просто это невкусно приготовлено. Дело не в том, что это плохо, это просто как будто для нас непривычно. Как будто для них это вкусно, но для нас это супер непривычно. Это просто вот в картофеле курица. Ну что, как тут это можно использовать? Ну, к сожалению, можно. Это на вкус, это
Вот, давайте посмотрим цены. Арбузы, бананы. Бананы стоят примерно 60 рублей за килограмм. Нектарины, персики. Здесь есть буквально все сезонные фрукты. Авокадо, апельсины. Просто огромный выбор. Яблоки, груши. По сравнению с Азией, где с этим огромные проблемы, что яблоки стоят просто безумно дорого. Яблоки вот эти стоят 200 рублей за килограмм. Но бывает, можно найти и по 120 рублей за килограмм. Ну, примерно 300-350 рублей за килограмм стоит мясо. Любое это говядина была, вот это начинается свинина, по 250 рублей за килограмм примерно. Это курица, курица тоже где-то по 250. Они очень любят сосиски, вот такие для чурраскос. Очень много орехов разных, овсянка. Еще в Бразилии просто огромное разнообразие сыров. Смотрите, как круто. Здесь есть как достаточно дорогие сыры. Ну, вот этот вот, например, кусочек стоит примерно 400 рублей. До и достаточно недорогие. Смотрите, сыр типа горгонзолы стоит, ну, вот этот вот кусочек стоит где-то 150 рублей. Кстати, напишите в комментариях, дорого это или дешево по сравнению с Россией. Мы в России давно не были, не знаю сколько, но мне кажется, что там раза в 2 или в 3 дороже. Вот этот кусочек тоже рублей 150 стоит, достаточно большой, такой увесистый. А еще в Бразилии есть вот такой вот оранжевый сыр, это их местный сыр. Он достаточно дорогой. Вот этот кусочек стоит 250 рублей. Хамон 150 рублей где-то. Я, кстати, его, наверное, сейчас возьму. Оп. И колбаса здесь очень хорошего качества. Действительно вкусная. Если брать не самую дешевую, а вот, например, вот такую колбасу. Вот это... Ой, упала. Вот эта вот колбаса невкусная. Амелия говорит, что она похожа на кошачий корм. А вот эта колбаса очень вкусная. Она действительно как солями. Очень классная. Стоит где-то 130 рублей, 140. Это готовая еда, стандартная. Рис, кстати, достаточно дорогой. Смотрите, маленькая порция риса стоит, ну, около 100 рублей. Продают вот так вот хлеб россыпью. Вот этот хлеб, цена за килограмм, то есть вот эта булочка будет стоить, ну, не знаю, может, рубля 5-3, может быть, маленькая булочка. Хлеб есть итальянский, вот это дорогой по... Ну, тоже за килограмм цена, нужно понимать, что сама вот эта булочка будет стоить, вот багет итальянский стоит 150 рублей, 120 рублей, простите. Здесь очень-очень дешевая зелень, есть абсолютно разнообразная, кроме, конечно, укропа. Но смотрите, что нашла. Одуванчики. Да ладно. Неужели это и правда одуванчики? Ну, очень похоже на траву одуванчиков. Вообще, вот эта вся зелень стоит просто какие-то сущие копейки. Здесь есть эко-морковь, эко-редиска. Вообще, вот чем хороша Бразилия, так это разнообразием, огромным разнообразием разных овощей, разных фруктов, к нам супер привычных. Здесь кинза, петрушка, все, что хочешь. Ну, кроме укропа. Укропа нет, но это можно и пережить. Мы набрали продуктов, пиво. Пиво вот так покупать по упаковками гораздо выгоднее, чем по одной штуке. Сейчас посмотрим, насколько у нас все в итоге получилось. Обычно помогает так вот дядечка. Все тут, конечно, смешная история. Пакеты бесплатные, но они очень хлипкие. В итоге дают всегда 2 штуки. Почему не сделать платные, но зато хорошие и крепкие, не очень понятно. Итого мы заплатим сейчас 250 реалов. Это примерно 3000 рублей. Ну, около 3000 рублей за все вот это вот. 2 ящика пива, много зелени, хлеб, сыр с плесенью, мясо, фрукты какие-то мы взяли. Ну, в общем, вот все эти пакеты, оливок банка большая. У нас бразильская карта. В торговых центрах начинается Рождество. И, конечно же, все очень круто украшено, как из фильма «Один дома». Сегодня воскресенье, народу просто море. Здесь фотографии с Санта-Клаусом. Фотографии очень дорогие, стоят 600-700 рублей за фотографию. А здесь просто бесплатный вход, можно войти и посмотреть. Во всех торговых центрах вот такие фудкорты, они очень похожи на наши. Все то же самое, но сейчас больше хочу показать для того, чтобы понять вообще, что они едят. Основа рациона — это картошка фри и жареное мясо. Вот, посмотрите, в тарелках у всех картошка фри. Есть тоже картошка фри. Тарелка с типичной едой, фасоль. А, еще тут очень популярны вот такие вот пивные бутылки, банки такие с пивом. Это суши. Кстати, вот здесь вот эта еда на вес. Можно купить суши. Цена где-то 1500 за килограмм.
Довольно вкусно. Мы ели, конечно, не с нашими российскими сушами, это не сравнится, но вполне сносно как альтернатива. Вот этот ресторан называется Comida da Fazenda, это, ну, типа деревенская еда. Смысл такой, точно такой же. Это буфет, и в буфете разная, абсолютно разная еда. Вот этот буфет стоит, ну, где-то тоже в районе 1000 за килограмм. Мы взяли здесь еду Амелии, а с нами пойдем дальше выбирать что-то еще. Но для говядины, как они не умеют готовить говядину здесь вообще, для говядины это очень вкусно. Соли, специй достаточно. Немного жестковато, она не до конца прожарена. Вот можно посмотреть здесь. Мясо красное, но достаточно вкусно. Посмотрите, какая тут очередь, сколько тут народу. И у этого заведения 5 баллов на Google картах. Посмотрите, сколько народу и как это все готовится. Это называется чураскас. Здесь вот стоят специальные стульчики, что можно было посидеть. Сейчас я вам покажу, как это все готовится. В общем, я только что двоим пополам заказала. Мне сделали курицу, сердечки, какие-то говядину. И два я попросила на его выбор. Я не знаю, что там будет. Это будет для меня сюрприз, потому что мой португальский пока далек от идеального. Но они меня по чуть-чуть понимают. Obrigada. И outros para llevar, por favor. Outros para llevar. Ага. No. Esto no. Para llevar. Мы с Амелией решили попробовать. Рассказывай. Это просто такой вот сахар. Это посыпка хлебная. Это хлеб. Курица, как ни странно, не сухая. В прошлый раз была сухая, но это вообще не сухая. Посыпанной панировкой. Для нас это необычно, даже странно. Мы так не делаем, но местные все так едят именно так. Они все любят такую панировку. Если посмотреть, то у всех они панировки. Поэтому мы решили попробовать, как настоящие бразильцы. Вкусно. Кондоминиум – это комплекс вот из таких вот домиков или одного дома. Чаще всего в Вилла-Велья живут именно в таких домах. Они, как правило, находятся на берегу. Сейчас мы пришли в гости и посмотрим, что там внутри. Вот нас уже и Катя встречает. Привет! Пойдем, покажешь нам немножко ваш дом. Здесь холл. Вообще как будто попадаешь в бразильский сериал. Очень круто. Обычно 2 лифта на дом. Внутри очень красиво. Как правило, квартиры здесь представляют собой кухня, небольшая гостиная и 2 комнаты. 2 комнаты и туалет. Вообще в Бразилии, в Мексике и где-нибудь в Аргентине везде одинаково кухня вместе с хозяйственным блоком, когда ставится стиральная машина и все, что вот есть. Это очень нелогично. Катя в прошлый раз, когда я была у нее в гостях, ругалась за этот счет, что можно было в ванной поставить все это как в России, но у них-то выглядит вот так. Кухня обычно очень узкая в таких домах. А сейчас мы посмотрим вид из окна. Здесь тоже есть раковина. Возможно, предполагается, что ты здесь что-то готовишь, либо барбекю какой-нибудь делаешь. Вот конкретно в этой квартире нет вида из окна, потому что он получается на другую сторону. Но зато вид на торговый центр, на горы, когда хорошая погода, видно церковь, видно море Морено. Когда хорошая погода, когда тепло, довольно красиво. Здесь вот фитнес-зал. Вот ребята занимаются, как в бразильских сериалах. Зона с бассейном. Здесь детский бассейн, а вот тут хамам. И прикол в том, что можно проплывать из хамама, вот там видно, можно нырять в бассейн, проплывать внизу и плыть вот сюда. А дальше здесь вид на город, но сейчас темно, но видно. А если вот так вот переплыть, там будет сауна. Ну, как вам погодка? Мы приехали в Вилла-Велью в надежде на то, что мы будем купаться, загорать, ходить на пляж. Но, к сожалению, ноябрь — это самая-самая ужасная погода для купания здесь, потому что здесь ноябрь — это самый-самый дождливый месяц. И вот, посмотрите, мы смогли... Самая хорошая погода на свете. Вот такая вот погода.
собирают манго. Тут такая специальная палка с канистрой привязанной. И вот они вот так, хоп, достают манго. Видишь, там дядя стоит и ему, видимо, помогает. Ой, дядя решил с нами поделиться манго. Говори, что нужно сказать? Muito obrigada. Дядя нам дали манго. Просто не за деньги. Как всегда, хорошие люди поступают. Ага. Наша квартирка. Вот такая у нас гостиная. Балкончик большой-большой. Это комната Амелии. Артем ей кровать заправляет, даже со вторым этажом. Это наша спальня. Туалет с ванной. А это кухня. Большая-большая кухня с нормальной большой духовкой, холодильником и постирочной зоной вот здесь. В нашей семье есть большая семейная традиция. Каждый год 31 декабря будет день дождевика. В этом году на фоне красивого бразильского флага. И мы надеемся, что эту большую традицию мы будем продолжать каждый год. Вот такой у нас сегодня классный получился. Мы пришли в парк, не успели мы подойти со своим пакетом с бананами, как нас окружили вот эти маленькие мартышки. Каждый из них хочет получить по кусочку. Размером с мою ладошку. Вот если посмотреть. Привет. Мам, черепахи! О, ничего себе, что они там делают, черепахи. Ой-ой-ой. Таких черепах я никогда не видела. С нашими друзьями пришли в ресторан, который называется Илью ду Карангеджу. Это значит остров крабов, крабовый остров. Это очень популярный ресторан во всей Вила-Велье. Здесь говорят, что подают очень вкусного краба, креветок, рыбу. Поэтому сейчас пойдем и будем пробовать. Смотрите, здесь два кокоса, и это все одно блюдо, одна порция. Стоит такое блюдо примерно около 2000 рублей. Вот, в общем, это какие-то креветки. Это креветки в сливочном соусе. В кокосе. В кокосе. Здесь стружка из, видимо, из картошки. И рис. А еще... И нам принесли еще второе блюдо. Принесли второе блюдо. Вот это блюдо называется мукека. Это микс из... Ну, мы заказали микс из морепродуктов. Из рыбы, креветки, осьминог, кальмар, все, что есть вот из морепродуктов, все отлично. Если подводить итог, то, наверное, зимовку в Вила-Велье я бы скорее не рекомендовала, по крайней мере, если она начинается до Нового года. До Нового года стоит остаться в Рио, или, может быть, в Сан-Паулу, или, может быть, где-то в другом месте, может быть, поехать в Форталезу, но не здесь, потому что здесь идет дождь, и здесь ноябрь, весь декабрь, здесь пасмурно, и купаться здесь невозможно. Но для жизни, наверное, Вила-Велье хороший вариант тем, кому не нужна движуха, кому не нужны тусовки, кому нужна спокойная, размеренная жизнь. Здесь есть все, что необходимое. Отличные продукты, мясо, торговые центры. Здесь только в городе 3 торговых центра, еще в Витории несколько классных торговых центров. Здесь в Вила-Велье довольно сложно найти какие-то хорошие, действительно хорошие рестораны или кафе. Вся еда сухая или не очень вкусная, поэтому вам придется готовить дома. Мне не очень нравится пляж. Здесь нужно понимать, что пляж, вот это пляж в городе, сейчас я покажу, ну, я уже показывала, покажу еще раз, это пляж в городе, мне такой не нравится, я люблю, когда они такие закрытые, когда более дикие, такие, как, например, где-нибудь в Азии, поэтому здесь такие пляжи тоже есть, но их довольно сложно найти. Здесь безопасно, это, конечно, огромный плюс для жизни, если вы приезжаете сюда рожать или жить. Здесь, конечно, круто с точки зрения безопасности. Мы живем в глубине города, не на набережной, как выбирают многие. Многие выбирают жить на набережной, вот в этих вот домах, которые буквально в 2 шагах от моря. Мы не очень хотели, нам хотелось жить в доме, чтобы было побольше пространства, побольше места. Поэтому мы выбрали дом побольше, и при этом у нас абсолютно безопасно. Сколько раз мы ходили ночью, сколько раз я ходила одна с Амелией, одна с ребенком, и мы ходили там с мужем в разные ситуации. Достаточно безопасно, здесь классно. Для тех, кто любит хороший такой морской бриз, для тех, кто не выносит жару, здесь просто будет замечательно. Здесь не жарко, всегда ветрено, всегда прохладно, супер жарко только 2 месяца, январь и февраль, тогда, когда вы будете включать активно кондиционер. На все остальное время можно обходиться вполне вентиляторами, практически нет комаров. Для зимовки, наверное, можно рекомендовать после
января. Если вы до января, то я бы лучше выбрала другой город, а может быть и другую страну. Тут и сезон спадает в плане новогодние, они рождественские новогодние цены падают после Нового года, поэтому, наверное, после Нового года здесь было бы жить актуальнее, оптимально. Желаю вам хорошего настроения и приезжайте в Бразилию, здесь действительно классно, здесь хорошо, не так опасно, как кажется на первый взгляд и как вам рассказывают во всех путеводителях, просто будьте осторожны, будьте благоразумны и все будет супер.